Всем привет, с вами Леонид Вандерфото. Сегодня у нас тест камеры Instax SQ1. Вот такая вот малышка. Я взял камеру синего цвета, чтобы просто посмотреть, приятно он или нет. В принципе, он достаточно красивый. Кассета у нас используется Instax Square. Я взял с собой кассету Instax Square цветная в разноцветных рамках. Мы будем снимать в различных условиях. И в тени, и на свету, и в селфи, и не селфи. Кстати, камера заточена под селфи, тут нет никаких настроек, то есть по факту вспышку камера будет включать сама, когда она захочет. Заявлено, что камера фотографирует лучше, чем другие инстаксы, Square, потому что здесь она выставит все настройки сама, тебе ничего не надо думать, и настройки она выставит идеально. Я в это не верю и хочу убедиться, что так это или не так. Итак, нам нужны две батарейки CR2, они в комплекте идут, я их уже вставил, чтобы вас не мучить. Теперь я беспощадно разрываю упаковку. Внутри у меня фольгированная пачка, так что если вдруг у вас порвалась картонная коробка, не переживайте, есть фольгированная. Кассеты, кстати, хранятся официально 2 года, неофициально 10 лет, так что можно покупать их и в просроченном состоянии, не переживайте по этому поводу. Открываю лоток и вставляю нашу кассету. И ничего не происходит. Что мне надо сделать? Мне надо камеру включить простым поворотом руки. Я делаю спуск, и выходит картонка защитная. И летит она в помойку. Все предельно просто. Вот. Так как камера заточена, как они заявляют, под селфи-режим, у нас здесь режим on и селфи. Селфи и селфи-зеркало. То есть, по факту, ну, что делать? Только селфи снимать. А так как я сейчас один, прямо в этом лесу, я это и сделаю. Все предельно просто. Удобно ли держать камеру в руках для селфи, я пока не знаю. Ну, попробуем. Итак, смотрите, я делал селфи, и вспышка уже сработала. Я так немножко подослеп. Не знаю, честно, буду ли я четкий или не четкий. То есть, понимаете, они заявляют, что вот камера все идеально выставляет, но в данном случае на улице пасмурно. Вспышка сейчас была не нужна совершенно. И при том, что у меня очень длинная рука, и она все равно отработала вспышкой, она отразится от моего лица. Я много раз повторял, что это плохо. Вот, потом посмотрим снимок, я его вставлю где-то здесь или здесь, посмотрим, будет это хорошо или нет, но мне кажется, что если бы не было вспышки, было бы намного лучше. У нас сейчас, если что, конец октября, Кузьминский парк, будем дальше идти тестить. Ребята, сразу столкнулся с проблемой, когда у нас фотоаппарат включен, у нас палец прям автоматически ложится на спуск, а спуск он достаточно сенсорный. И я случайно сфоткал свою камеру, когда снимал Instax. В общем, это косяк камеры, скажу честно, потому что очень много снимков можно тупо снять за паров, случайно нажав на кнопку. Это реально плохо. Вот, приступаем к фотографированию людей. Лиза будет моей моделью. Лиза, прошу. Мы снимем две фотографии. Одну портрет, другую по пояс. Знаете, портрет. Я сниму портрет на режиме селфи. То есть, ну, собственно, за счет режима селфи я смогу снимать близко. Это расстояние там примерно 0,3 метра. Но я сделаю запас, потому что я вижу, что вспышка очень мощная. Я сфоткаю на расстоянии где-то 0,5, 0,6, ну, посмотрю по обстоятельствам. А второй мы сделаем по пояс. Фон у нас такой оранжево-зеленый, плюс деревья и всякое, все разноцветное, короче, плюс цветная шапка. Посмотрим, как он передает цвета. Это самое важное. Ну что, дубль 1, это близко. Напоминаю, что у видоискателей вы изменений не видите, поэтому на удачу. Ну, расстояние вот примерно полметра. Вот оно примерно. И 3, 4, 1. Опять отработала вспышка. Опять в данном случае куртка приняла удар на себя, поэтому, возможно, лицо будет не такое засвеченное, как могло бы быть. И теперь давай только с руками обыграем, может быть, ну как-то вот так, да, ну, может вот так вот. Да, вот так, только на меня надо будет посмотреть. И 3, 4 пишем. Есть. Ну, вспышка опять отработала, но она рассеялась. Я надеюсь, что будет лучше. Рамочки, кстати, разноцветные, выходят в рандомном порядке. Я не знаю, где какая. Это такой всегда сюрприз. Ребята,
не поверите, вышло солнце. Это просто мечта для уничтожения Инстекса. Я сейчас сниму Сашу против солнца и покажу вам, что и против солнца он включит вспышку, и против солнца он опять же хреново отработает. Я не хочу оскорбить Инстекс, но так и будет. Итак, я включаю камеру и делаю Саше такой портрет на расстоянии где-то 1,5 метра. Сзади прям вот четко солнце. Я прям в видоискателе солнечные лучи вижу. Я Саши даже не вижу. Сейчас. Давай вот. Вот так. Я закрою. В видоискателе я закрою солнце Сашиной головой. Скажем так. То есть по логике вещей лучи как бы есть, но их нет. И пишем. Есть. И у меня снова сработала вспышка. Смотри, какой у тебя романтичный фон сегодня. Романтично-фиолетовое настроение. Ребята, ну не отходя от кассы, смотрите, какой классный архитектурный мальчик с конем, ну или мужчина с конем. Сфоткаем снизу вверх. Ребята, нельзя пропустить такие классные колонны. Мы поставили Лизу, собственно, прямо по центру. Это по кадрированию это так не делать нельзя, но мне нравится. Поэтому встаем повыше. Очень много белого, и хотим понять, насколько ее цветовое вот пятно выделится среди вот этого белого фона, с учетом того, что у нас сейчас снова будет вспышка. И, наверное, вот прям вот так, 3. А знаешь что, ты можешь руки вот так сделать за обе колонны? Да, класс. 3, 4. Есть. Не буду вам напоминать, что сработала вспышка, вы и так это знаете. Но, конечно же, мы посмотрим, что получится в оранжевой рамочке. Ну что, очередное испытание для камеры. Лиза подбросит осенние листья, они будут красиво лететь. Как только они начнут падать, я нажму на спуск и запечатлим этот момент, как бы это будет момент в таком полудвижения. Посмотрим, что получится. Я не очень доверяю этой камере, я знаю, что она отработает вспышку, поэтому, знаете, возьму все-таки расстояние чуть-чуть побольше. Плюсом то, что у нас достаточно симпатичный фон, он и оранжевый, переливается цветами. Ну, то есть камера вот в данный момент должна проявить свои, как бы, все краски, которые у нее есть. Если она этого не сделает, мы ее сожжем в следующем видео. Ну что, ты готова? И сейчас я перекадрирую. Вот чуть-чуть сюда сместись. Ага. И вот чуть-чуть вот так на меня развернись. Вот. И 1, 2, 3. Ну, момент падения листьев я точно увидел. Кстати, смотрите, рамочка как раз зелено-оранжевая в цвет нашей погоды. Надеюсь, что-то получится. Ребята, я добрался до нашего магазина Вандерфото. Скажу честно, сейчас вечер, и свет здесь прям очень желтый, плюс желтые стены, плюс желтое лицо. То есть ситуация, в которой вы окажетесь в любом помещении в России и даже дома. То есть кафе, рестораны, клубы, куда бы вы ни пошли гулять с вашей камерой, вот везде будет вот такое освещение. Поэтому сейчас я делаю фотографию, чтобы показать вам, как она работает в помещениях в таком свете. Все достаточно просто. Делаем фотографию по пояс, потому что, ну, обычно вы фотографируете по пояс, согласитесь, да? Вот у меня Настя сейчас будет позировать вот где-то вот здесь, и я все это сделаю. Это Instax. И пишем. И вот наступает вечер, мы делаем финальный снимок в темноте. Ну, как бы в темноте, есть небольшой свет, но будем считать, что это достаточно темно для камеры. То есть вы идете на улице после кафе или вечером гуляете, хотите сделать фотку, вот какой-то свет есть, и вы делаете фотографию по пояс. Сейчас Настя меня сфотографирует, посмотрим, как камера ведет себя ночью. Ребята, привет! Мы сделали наш новый классный мерч, поэтому, пожалуйста, поддержите наш канал, покупайте наши майки, это нам очень поможет в развитии. Мы обещаем все вкладывать в пленку. Ну что, время подвести итоги по тесту камеры. Есть что рассказать, есть какое-то определенное мнение, которое у меня сложилось. Общее впечатление негативное, очень-очень плохо. Но есть положительные моменты. Значит, камера
я бы сказал так, предназначена не для дневного света, а для помещений и ночной съемки. В помещениях и ночью она работает намного лучше, чем если бы я фотографировал днем. А в обычных всех камерах, в 11, в SQ6, ну во всех-всех-всех камерах все наоборот. Днем они идеальны, а вечером они плохие. Давайте разберем конкретно каждую фотографию, я вам это все объясню. Итак, начнем с первого кадра, это мое селфи. Вот оно. Камера заявлена как селфи, там, супер селфи камера, да, там все об этом кричит. Я пересвечен, мое лицо пересвечено, то есть у меня достаточно длинная рука, да, и я ее вытянул, чтобы сфотографироваться. Представляете, что если это будет ребенок, ребенок сфоткает себя и сразу засветится. То есть, как бы они ни писали, ни говорили, очень плохо. Для селфи она не годится, откровенно, потому что будет всегда отрабатываться вспышка. Я повторюсь еще раз, ни одного случая в моем тесте не было, чтобы вспышка не сработала. Это бред. Даже в Instax11 то же самое было. Кадр номер 2 это мой фотоаппарат. У этой камеры чуть ли не супер сенсорная кнопка. Я ее снимал, хотел ее поднять и просто пальцем провел по кнопке, она сфотографировала мою камеру. Я бы сказал, что это один из лучших снимков, который у меня был. Камера. Очень четкий, то есть очень много черного, и это получилось хорошо за счет вспышки, которая на черном рассеялась. Наверное, в плане улицы это единственный хороший кадр. Девушка на улице смазана. Как это возможно на Instax камере? То есть вспышка, в принципе, рассеивается, но немножко придает резкости. То есть у камеры не работает откровенно фокусировка. Здесь проблема не в выдержке, здесь проблема в фокусировке. Это очень плохо. То есть у вас очень много фотографий могут быть смазанными на улице. Это фиаско. Следующий кадр. Очень хороший портрет. Мне нравится, честно, хорошая фотография, снятая на улице, но посмотрите на ее лицо, оно немножко желтовато, немножко все-таки пересвечено. Да, здесь, понимаете, как селфи, когда я делал, расстояние было еще ближе, здесь подальше вспышка разошлась, но нет такого контраста, нет такой насыщенности цветов, которую я хотел бы видеть. Мне не нравится. В плане вот этих вещей. Сама фотка ок. Против света. Значит, смотрите, было солнце и огромный солнечный луч, я загородил его человеком, и то есть за ним получается солнце, то есть снято у меня условно в контровом свете. Опять же сработала вспышка сработала, но при этом она не придала ему резкости и где-то там рассеялась, и кадр получился. То есть здесь плюсом является то, что кадр в принципе получился, надо было еще, конечно, с лучом попробовать, но он получился темным. Достаточно таким, неприятным, да, то есть хорошо, что получилось, но получилось так себе. Статуэтка. Здесь слишком много белого, здесь очевидно не стоило ожидать чего-то сверхъестественного. Слишком много белого, слишком много желтого, как будто мы снимаем в помещении, хотя это было на улице днем. Девушка и колонна. Здесь что можно сказать? Так себе фотография, скажем откровенно, опять много белого, много белого, потому что были колонны, да, но я не увидел никаких вещей, как Instax проявил себя на этой фотографии, так же, как и на предыдущей. Девушка и падающие листья. Здесь, кадр приемлемый, нет особо смаза, правда, слишком много получилось оранжевого, снимок не очень понятен тем, что мы подкинули листья в этот момент. Не знаю, не могу сказать, что это хорошая фотография, это просто обычная фотография и даже, может быть, чуть хуже, чем должна быть. Вот, Instax'у за эту фотографию, опять же, не за что его похвалить. А вот теперь переходим к тем местам, где есть за что похвалить эту камеру. Это фотография у нас в магазине. Смотрите, все Instax'ы, когда снимают в помещении, всегда лица супер пересвеченные, фон супер там желтый, супер убитый, все очень плохо. Здесь, несмотря на то, что мы снимаем в помещении с желтым светом, который обычно во многих местах, где вы будете реально фотографировать, на удивление снимок получился хорошим для помещения. То есть для Instax это лучшая фотография в помещении, которую я когда-либо видел, честно. И фотография на улице. Здесь кадр еще лучше. То есть мы сфоткали в темноте, в полнейшей, и я получился очень хорошо. То есть вспышка как раз отработала, осветила меня, и я не стал ни желтым, ни белым. Я получился таким, как получаются люди при фотографии ночью со вспышкой. Вот. И фон задний, кстати, тоже, заметьте, достаточно хорошо получился. То есть
Вот два случая, когда Instax SQ1 работает идеально. Во всех остальных случаях он работает плохо. Какой мы делаем из этого с вами вывод? Если вы хотите получать красивые, сочные, яркие фотографии, Instax SQ1 вам не подходит. Если вы хотите снимать помещение, не знаю, вы планируете работы, например, у вас мероприятие, вы снимаете постоянно мероприятие, вам нужна камера. Эта камера подойдет, потому что снимая в помещениях, у вас будет ок кадра. Если, не знаю, у вас какая-то задача вообще не думать, нажимать на одну кнопку, в надежде, чтобы получилось что-то, и вам, в принципе, все равно, хорошо получится, плохо, как бы главное, что это будет моментальное фото, пожалуйста, эта камера вам подходит. В плане эксплуатации, смотрите, на съемке нас присутствовало 3 человека, каждый, вот 2 парня, ну, я вот Саша и девушка Лиза, каждый из нас подтвердил еще раз, что эту камеру в руках держать неудобно. Хотя у девушки рука была меньше, чем у нас, ну, существенно меньше. То есть всем было неудобно держать камеру в руке, откровенно. Мне даже вот сейчас, когда я это делаю, некомфортно, неприятно. Вот. Так что, наверное, если бы был такой тест, сколько баллов из 10 я бы поставил этой камере, я бы поставил ей 2. 2 за 2 получившихся снимка. Не более того. Поэтому, если вы все еще думаете, какую камеру купить, я рекомендую SQ6. Если вы хотите покупать эту камеру, покупайте ее. Никого отговаривать не буду. Спасибо, что посмотрели мой тест-драйв. Пишите ваши отзывы, пишите ваше мнение в комментариях. Приятно будет почитать. Не забудьте поддержать наш канал, купив немножко вот таких вот классных маечек. Это нам очень поможет. Всем спасибо. Пока. Ребята, не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал, у нас там очень много интересного контента, выкладываем различные лайфхаки, а также каждый понедельник мы делимся снимками друг друга, чтобы каждый мог оценить ваши работы.